Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Европа потребовала от «Газпрома» более 20 миллиардов за непоставленный газ и за переход на рублевую схему оплаты. Александр, более 19 компаний из 11 стран Европы хотят денежки получить от «Газпрома». Справедливо ли это? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, давайте там разбираться. Сейчас эту тему действительно стали активно форсить. И в этой сумме присутствуют деньги, которые уже присудили компании Uniper. Компания Uniper была самой нетерпеливой по двум причинам. Это один из крупнейших покупателей российского газа. И это компания, которая довольно продолжительный период времени и до энергетического кризиса испытывала некоторые, мягко скажем, финансовые трудности. В принципе, в таком состоянии пребывала не одна немецкая компания, у той же компании РВЕ были сложности, которые начались еще в конце нулевых, начале десятых годов. Ряд компаний некоторые из этих компаний проводили реструктуризации, и все равно это не сильно помогало, потому что какая-то больная часть бизнеса не прекращала болеть, все продолжалось, все становилось для нее только хуже. Ну вот компания Uniper подала иск по одной причине, ну, точнее, по двум причинам. Причина первая заключалась в том, что, ну, очень деньги нужны, это, безусловно, это святая причина. Причина вторая, компания Uniper собирается повторно выйти на IPO, и имеющийся контракт с «Газпромом» мешает ей это сделать. Точнее, мешал. А почему вдруг повторное IPO? Что это такое? Почему вдруг так? Потому что, так как компания довольно долго была в сложном состоянии, в сложном финансовом состоянии, ее положение на рынке было довольно шатким, то в ходе мирового энергетического кризиса, который довольно сильно ударил по Европейскому Союзу, ввиду невероятно умно организованного газового рынка в этом регионе, ну, разумеется, в самом регионе говорят, это Россия виновата. Россия виновата, что летом 2021 года у них газ подорожал в 2 раза, но это очевидно. Притом Россия стала виновата в феврале 22 года, что летом 21 в 2 раза подорожал газ. Ну, это вполне логично. Кто сомневается, тот, я даже не знаю, агент Кремля, наверное. Так вот, так как у компании Uniper сложилась сложная ситуация, ее начали национализировать. Ну, как известно, государство – это максимально неэффективный собственник, поэтому государство берет у эффективных собственников собственность, национализирует убытки, потом, значит, восстанавливает эту компанию до более или менее адекватного состояния, компания начинает приносить прибыль, и вот после этого ее что? Правильно, ее опять передают эффективному частному собственнику, ее приватизируют. Национализация убытков и наоборот с прибылями делятся с этими самыми, с эффективными частными собственниками. Вот. То есть сейчас компания Uniper находится как раз вот в ситуации, когда Германия очень вовремя начала национализировать убытки. До приватизации прибыли еще довольно далековато. И чтобы хотя бы выйти, как говорится, на этот трек, необходимо провести ряд мероприятий. В частности, вот сейчас компанию собираются повторно на IPO выводить уже вот в этом новом качестве. И это тяжело сделать из-за имеющихся финансовых обязательств с «Газпромом». То есть компания Uniper, еще раз подчеркиваю, это один из крупнейших покупателей российского газа в Европе. Компания Uniper подала иск, так как надо уже торопиться, выходить на IPO. То есть это вот, знаете, магия имен. Компания Uniper, а внутри те же люди сидят, которые подписывали контракты с «Газпромом», которые сотрудничали. Ну, кто-то да, кто-то все еще остался, а кто-то уже нет. То есть это другая команда, это другие люди, скорее всего. Я признаюсь, я не смотрел на состав руководства, как он там менялся, но подозреваю, его тоже несколько поменяли. Вот, то есть компания для решения своих проблем подала этот иск. И, разумеется, возвращаемся к первой причине, а именно деньги очень нужны. Так как компания находится в сложном финансовом положении, то она будет решать свое сложное финансовое положение за счет всех доступных ресурсов.
подать иск против кого-то из деловых партнеров – это один из стандартных, конвенционных способов решать свои проблемы. При том, что этим способом многие компании пользовались и на протяжении последних лет 15 довольно активно. То есть нельзя сказать, что там с 2009 года, который для нас является этапным, потому что это и мировой экономический кризис, и начало энергетических реформ в Европе, которые и привели к столь плачевным последствиям для Европы от мирового энергетического кризиса. Ну вот с 2009 года неоднократно иски подавались против «Газпрома», какие-то иски удовлетворялись, какие-то наоборот, в каких-то наоборот «Газпром» признавался правым, а тот, кто подавал иск, признавался виноватым. В общем, нормальная цивилизованная жизнь. Ну, а так как у компании Uniper денежек, точнее, проблем по денежкам накопилось довольно много, то и иски они выкатили максимальные. Чего касались эти иски? Они касались, ну, кроме вопроса о контракте, который надо расторгнуть, контракте с «Газпром Экспортом», они касались недопоставленных объемов газа. И в основном претензии были к лету 2022 года. То есть не к лету 2021, когда газ дорожал, не к осени 21-го, судя по открытым источникам, разумеется, не к осени 21-го, когда газ дорожал, не к декабрю 21-го, когда газ в Европе дошел до $2000 за 1000 кубических метров, не первый квартал 22 года, а вот лето 22 года. А что там происходило? А происходило сокращение поставок газа по Северному потоку. Наша сторона говорит, что мы сокращали поставки, потому что не было технической возможности. Компания Siemens говорила, которая должна была обеспечивать эту техническую возможность, говорила: нет, ну что вы такое рассказываете, мы готовы все исправить, все сделать. И вообще вы нам ничего не говорили о том, что у вас какие-то сложности. «Газпром» после этого опубликовал переписку с компанией Siemens, с которой следовало, что все он сообщал. Компания Siemens говорила: мы вообще не при делах, мы тут ничего сделать не можем. Ну вот. Друзья, YouTube блокирует, возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. То есть, по нашему российскому мнению, у нас были технические проблемы, которые не позволяли обеспечивать поставки газа по Северному потоку в необходимых объемах. А вот с точки зрения арбитража, они и с точки зрения компании Uniper это была злостная недопоставка газа. Судя по той сумме, которая там фигурировала, грубо говоря, если мы говорим про 14 миллиардов долларов, то с учетом тех цен мы можем говорить, что претензии были в отношении где-то 13-14 миллиардов кубов. Очень удобно, согласитесь, считать, когда 1000 кубических метров стоит $1000. Вообще очень удобно, мне кажется, надо к этим показателям возвращаться. А то, знаете, эти 300-400 долларов, несерьезно, 1000, и всем удобно считать. Вот, то есть, скорее всего, речь шла про такие объемы, 14 миллиардов, да, действительно, вполне могли поставляться компании Uniper, то есть Uniper могла даже закупать 20-25 миллиардов в прежние годы, то есть это более половины годовых поставок, которые эта компания недополучила, опять же, по ее словам, с лета 2022 года до, собственно, как я понимаю, речь шла там по конец 2022 года, и вот суд решил, что да, вы знаете, бедную компанию обидели, надо ей присудить. Тут внимательный зритель, внимательный слушатель. Кстати, напишите, в каком формате вы нас смотрите или вы слушаете в режиме подкаста эти ролики. Да, байт на комментарии, но что делать, понимаете? YouTube тормозят некие неизвестные люди, потому что официальных-то решений нету, да? Но некие неизвестные люди тормозят YouTube. Поэтому что делать? Будем повышать активность, в том числе за счет байтов на комментарии. Итак, внимательный наш зритель мог сейчас сказать: погодите, в смысле $1000 за 1000 кубов? Российский газ, он же дешевый. Нам все говорят, российский газ, он просто, дешевый, прям сил нет, какой дешевый. Да, все говорят, да, российский газ, он, какой дешевый, страшно дешевый. Именно поэтому во втором квартале 2022 года он стоил
дороже, не весь второй квартал, но значительный его промежуток, там в мае и в начале июня он стоил дороже, чем газ, который можно было напрямую купить на бирже, на спотовом рынке. Так вот, понимаете, вот такая вот загогулина получается, потому как цена российского газа также привязана к биржевым котировкам в Европе. Просто не напрямую биржевая котировка меняется и цена газа меняется, а через формулы цены, в которой подставляются разные биржевые котировки. Но, тем не менее, цена нашего газа также зависит от биржевых котировок. И здесь вообще какой интересный момент. Как я понимаю ситуацию, компания Uniper настаивала на том, что как она могла подтвердить свои претензии. Мол, мы отправляли заявки, эти заявки не удовлетворялись. Я, правда, не очень представляю, как можно было доказать вину «Газпрома» после конца сентября. Там просто в 20-х числах «Северный поток» кто-то поломал. Руководству Германии категорически неинтересно, кто поломал им «Северный поток». Вот. Как руководству Германии, кстати, в течение лета было неинтересно вернуть турбину «Газпрому» в рамках существующих процедур. Кто сейчас, опять же, внимательно следил за этой историей, и если этот человек сейчас скажет, ну, допустим, знаете, с невидимым собеседником сейчас беседую, если вдруг этот вот наш зритель скажет, погодите, там же Шольц лично показывал турбину, говорил, приходите, забирайте. Да, лично показывал турбину, которую распаковали без присутствия заказчика. Непонятно, какие люди там вокруг нее ходили, непонятно, кто ее трогал. То есть, ну, даже по видео заметно, что любой мог подойти, пощупать, вот, заглянуть внутрь, бросить туда жвачку, бросить туда гаечный ключ, прилепить жвачку. Вот, понимаете, для этого существуют определенные процедуры, в рамках которых вы отправляете некое изделие, и вы должны его получать. Так вот, руководство Германии в лице лучших своих представителей, ну, вот каким-то вот образом игнорировало все эти процедуры, просто говорил, да, вот турбина, приходите, забирайте. А когда «Газпром» говорил, погодите, ребята, давайте вы какие-то письменные гарантии нам дадите, они говорили, какие письменные гарантии, мы джентльмены, джентльменам верят на слово. Ну вот, то есть, довольно скотская получилась ситуация, прямо скажем. Ну, арбитраж вот решил, что скотская ситуация не скотская, а вот компании Uniper надо помочь. 14 миллиардов долларов, вынь да положь, ей где-нибудь найди. Вот вы платите «Газпрому», обращаясь там к компании ОМФАО, компании и к ряду других компаний, которые покупают газ у «Газпрома», к ним обратились, вот тряся бумажками вот этими, сказали, вот вы покупаете газ у «Газпрома», да, вот вы ему денежки перечисляете, ему не перечисляйте, нам перечисляйте. Вот газ берите, а денежки отправляйте не «Газпрому», а нам. Вот потому что, а что это вот? Вы платите «Газпрому», он нам денег должен. После чего руководство стран, в которых присутствуют поставки газпромовского газа, сказали, не, погодите, мы сейчас вам напишем бумажку, благодаря которой мы вам прямо запретим оплачивать, точнее, отправлять деньги вот этим посторонним дядям и тетям, а отправляйте деньги «Газпрому», потому что если вы вдруг дядям и тетям посторонним начнете денежки отправлять, «Газпром» поставки прекратит. И, о чудо! Вы представляете, оказывается, можно так сделать. Говоришь, не надо, и все, и после этого благополучно отправляется в пешее эротическое путешествие отправляется компания Uniper со своими претензиями. Пока завершаем следующим образом. 20 миллиардов – это включая Uniper, которым 14 миллиардов уже присудили. Судьба оставшихся 6 миллиардов, мягко скажем, не ясна, потому что часть этих претензий, они просто упираются в тот факт, что форс-мажор, объявленный «Газпромом», имеет четко выраженные юридические основания, что уже признавалось судебными структурами на территории Европейского Союза. Поэтому воспринимать так, что подали иски на 20 миллиардов, и значит «Газпром» будет должен 20 миллиардов, нет, не надо. Тем более, что иски подавались и раньше, подавались и после 2022 года, и какие-то иски удовлетворялись. Да, 14 миллиардов – это дофига, извините за низкий слог. Но какие-то не удовлетворялись. В общем, будем следить за этой ситуацией, тыкать пальцем в нее, конечно, наши партнеры будут еще дальше, и говорить, вот смотрите, что происходит. Ну что ж, мы будем смотреть и рассказывать вам, что же там происходит и как, и что с этим всем можно сделать.
На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, пока нас еще окончательно не заблокировали, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в столь нелегкое время. До новых встреч. До свидания.